Сегодня ночью в Минске произошла авария, которую можно было бы назвать рядовой, если бы не одно обстоятельство. Виновник ДТП в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Уже в ожидании ГАИ мужчина вел себя неадекватно. Пытался ударить ногой в живот свидетельницу, кричал, что ему на всех плевать, и угрожал окружающим. Есть человек, который за тебя постоит. А после случившегося к свидетелям, которые оставили свои данные в ГАИ, пришли сотрудники милиции. И не для того, чтобы разобраться в деле, а чтобы запугать очевидцев. Девушку, которая сняла произошедшее на телефон, заставили удалить видео. Остальных свидетелей тоже шантажировали. Остается только предполагать, за кого так рьяно впрягается милиция. Важно отметить, что пострадавший в этом ДТП сейчас находится в больнице. И шансов, что виновника накажут по закону, очень мало. Ведь в нашей стране за решетку отправляются только люди, выкрикивающие лозунги. Если вы что-то знаете про человека, которого вы видите сейчас на своем экране, напишите в наш бот или в комментариях под этим видео. 6 месяцев колонии общего режима и 100 базовых величин штрафа журналистке Катерине Борисевич и 2 года лишения свободы с отсрочкой на год врачу-реаниматологу Артему Сорокину. Такой приговор сегодня огласил суд Московского района. Оба обвиняемых проходили по делу 0 промилле о якобы разглашении медицинской тайны, связанной со смертью Романа Бондаренко. Родные убитого парня дали Катерине Борисевич согласие на публикацию медицинских документов, где было четко указано, что на момент инцидента парень был трезв. Указанные материалы журналистке предоставил Сорокин, который пытался спасти Романа в ту роковую ночь. Сразу после выхода статьи на портале Тутбай обоих фигурантов задержали. Их обвинили в том, что правдивая, подтвержденная официальным документом информация нанесла серьезный ущерб интересам государства. Напомню, что буквально со дня смерти Романа все провластные источники, включая самого Лукашенко, трубили о том, что парень был пьян. Отметим, что приговор журналистке и врачу не окончательный и может быть обжалован. Обоим обвиненным оставили право на сохранение профессии. Самый гуманный и справедливый белорусский суд назначил больному раком инвалиду из Витебска 3,5 года лишения свободы и 3000 рублей компенсации морального вреда силовикам, которые его пытали. Таким жутким приговором завершился очередной политический процесс по событиям августа прошлого года. Обвиненный Владимир Малаховский вместе с другими жителями Витебска вышел на мирный протест, когда стали известны результаты так называемых выборов. Больного мужчину, который всего лишь хотел спросить у милиции, как ему выйти из окружения, схватили, избили, сломали палец и бросили в автозак. По словам супруги Владимира, после этого инцидента на нем живого места не было. Изначально мужчину обвинили по народной статье 2334, назначив штраф. Однако вскоре появилось и уголовное дело по другой популярной нынче статье о насилии в отношении должностного лица. Выяснилось, что когда Малаховского били, он случайно схватился за какого-то человека. Впоследствии оказалось, что тот был сотрудником милиции. До суда обвиненный провел в изоляторе более 2 месяцев. Все это время он не имел возможности проходить курс жизненно важной для него химиотерапии. Из-за этого его здоровье сильно ухудшилось, но надзиратели не упускали возможности упрекнуть онкобольного в симуляции. Не проявил сострадания к чужой беде и суд, назначив мужчине, у которого растут 2 несовершеннолетних детей, максимально жесткое наказание. В Витебске увольняют заведующего отделением анестезиологии и реанимации Юрия Мартова, который первым опроверг слова Лукашенко о том, что от всеми известного вируса никто не умирает. Кроме того, он неоднократно высказывался, что на бронежилеты в нашей стране денег уходит куда больше, чем на медицину, и это в столь непростое время. Своему увольнению медик ничуть не удивился, и уже 2 апреля он забирает свою трудовую книжку. А пока режим избавляется от неугодных, в стране возникла острая нехватка медиков. Отток кадров идет рекордными темпами. Только за январь этого года уволилось более 700 человек. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Массовое увольнение работников здравоохранения в большей степени связано с политическим кризисом в стране. А зарубежные страны успешно пользуются сложившейся ситуацией и привлекают к себе лучших специалистов, в то время как нелегитимная власть отказывается от диалога и продолжает репрессии в отношении медиков и всего белорусского народа. Чиновники ударными темпами продолжают пополнять базу так называемых белорусских тунеядцев. Очевидно, такое рвение началось после того, как нелегитимный правитель заявил о необходимости заняться теми, кто бегает по улицам вместо того, чтобы работать. В обновленную базу незанятых в экономике попадают люди, имеющие в собственности жилье и которые при этом не смогли подтвердить свое трудоустройство в последнем квартале прошлого года. Для тех, кого внесли в такие списки, предусмотрена оплата по полным тарифам за газ и отопление. Не дожидаясь письма
счастья, узнать о внесении в базу можно онлайн на едином портале электронных услуг, заказав соответствующую выписку. Стоит отметить, что с тунеядской базой в нашей стране связано немало совершенно диких историй. Так, например, в нее зачастую попадают пенсионеры и те, кто давно уже уехал из страны. Известен случай, когда письмо счастья пришло на адрес девушки, погибшей 20 лет назад в давке на Немиге. Такими мерами слуги режима пытаются выполнить план своего начальника, вовлечь все население в пополнение бюджетной кубышки. Ведь если Путин не дает денег, остается надеяться только на покойников и пенсионеров. Председатель Белорусской теннисной федерации и бывший тренер Лукашенко Сергей Тетерин выразил недовольство наличием в Беларуси протестных спортсменов. Мол, страна вложила в них все, а они ее предали. По мнению функционера, такие спортсмены должны вернуть государству потраченные деньги на их тренировки и развитие. Правда, пока не ясно, кому эти деньги нужно возвращать, ведь потрачены они не из личного кармана Лукашенко, а из налогов белорусов. Кроме того, в нашей стране есть спортсмены, которые не получили от государства на свой карьерный рост никакой помощи, а даже наоборот, сами помогали национальной сборной, как это было в случае с Еленой Левченко. За свой огромный вклад в развитие белорусского баскетбола она, надо сказать, получила от властей благодарность в лучших белорусских традициях. 15 суток ареста в нечеловеческих условиях на Крестина. Важно отметить, что Белорусский фонд спортивной солидарности рассматривает десятки случаев нарушения прав спортсменов, которые были избиты, арестованы или уволены. Многие из них были вынуждены покинуть свою страну из-за преследований. Некоторые спортсмены-олимпийцы, например, продолжают подготовку к Олимпиаде в Токио без поддержки режима. Так что о вкладе нелегитимной власти в белорусский спорт возникают большие сомнения. А вот почему Тетерин выслуживается перед Лукашенко, вполне понятно, ведь тепленькие должности достаются не просто так. Белорусские власти в очередной раз поразили логичным и последовательным принятием решений. Сначала Светлану Тихановскую вынуждают покинуть страну под угрозой ареста, а после пытаются вернуть обратно. Следственный комитет Беларуси будет добиваться экстрадиции народного лидера. Странное намерение вернуть экс-кандидата в президенты обратно возникло на фоне расследования по делу ее супруга. Напомним, что блогер Сергей Тихановский уже более 9 месяцев находится в заключении после того, как его задержали на предвыборном пикете в результате провокации женщины легкого поведения. Его обвинили в подготовке протестов, а на днях выкатили очередную порцию обвинения, на этот раз в разжигании социальной вражды. Следователи решили выделить дело Светланы Тихановской в отдельное производство. Поводом к этому стало нечеткое видео, на котором предположительно экс-кандидат со своим гомельским штабом обсуждают захват административных зданий. По информации Следственного комитета, другие фигуранты данного дела были задержаны с 6 по 8 августа. Производство по нему уже завершено и готовится к передаче в суд. Силовикам осталось только найти главную фигурантку. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!